Горизонтальная двухшнековая соковыжималка. Самый сложный, при этом максимально эффективный аппарат для отжима корнеплодов, листовой зелени и витграсс. На сегодняшний день соковыжималки с технологией Twin Gear выпускают всего 4 фабрики, и все они базируются в Южной Корее. Компания «Все соки» работает только с самыми проверенными производителями, качество продукции которых не вызывает ни малейшего сомнения. Велра – новое имя на отечественном рынке, но это только на первый взгляд. В этом фильме вы узнаете, как производят самую бюджетную двухшнековую соковыжималку в мире на данный момент. Сотрудники компании проведут для вас экскурсию по сборочному цеху, а инженеры Велра покажут нашей съемочной группе новинки, которые мир ожидает в будущем. Велра. Как это делают? Октябрь – идеальное время для посещения Южной Кореи. Конечно, если вам интересен не пляжный отдых или лыжи, а классический городской или же экотуризм. Именно в октябре наша съемочная группа прилетела в столицу Южной Кореи Сеул. Но целью нашей были отнюдь не развлечения, коих, кстати, в Сеуле великое множество. Руководители компании «Все соки» получили приглашение посетить фабрику Сяканг Мульсан, которая и выпускает соковыжималки Велра. И несмотря на то, что имя Велра пока известно на отечественном рынке не так хорошо, история компании насчитывает уже не одно десятилетие. Перед нами сейчас мистер Кан, менеджер международных продаж, производителя, не просто компании, а компании-производителя Велра. Здравствуйте, мистер Кан. Hello. Сегодня мы приехали сюда, чтобы пообщаться о вашей технике, но также нам интересно узнать, что это за компания Велра, как давно вы построили свою фабрику, когда вы впервые сделали первый аппарат для дома. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. История нашей компании началась в 1984 году, а это здание было построено нами в 1998. На протяжении 30 лет мы создаем кухонную технику для домашнего использования. У нас есть соковыжималки, блендеры и даже маслопрессы. Действительно, на этой фабрике производят не только двухшнековые соковыжималки, но и, например, центрифужные. Причем аппараты выпускаются как под оригинальными названиями, так и под очень известными брендами, в частности, Омега. Друзья, смотрите, чтобы вы знали, я хочу быть с вами честным. Именно здесь, на этой фабрике, на фабрике Велра, которой уже 30 лет, делаются и производятся некоторые аппараты других брендов, таких как Омега. Да-да, именно та самая Омега Twin Gear производилась до некоторого времени именно на этой фабрике. Омега Twin Gear заканчивает поставки в Россию, а Велра под оригинальным брендом, с оригинальным дизайном своего корпуса, но внутренними составляющими, те же самыми, которые были и в Омеге, сейчас продолжает движение по рынку и заходит на рынок России впервые, кстати. Цена будет намного дешевле, качество будет то же самое корейское, делают те же люди. Дизайн, кстати, будет симпатичнее. А чтобы доказать, я хочу показать, что именно вот здесь вот у нас стоит Омега. Правда, это у нас вертикальная Омега, да? Но если посмотреть сбоку, вот, сейчас, секунду, тут есть и горизонтальные аппараты. Горизонтальная двухшнековая соковыжималка Омега Twin 32 присутствовала на отечественном рынке на протяжении 3 лет. Эту модель отличала высокая производительность, простота работы и, пожалуй, самая бюджетная цена среди двухшнековых аппаратов. И это подкупало. Несмотря на то, что двухшнековые соковыжималки вряд ли можно назвать техникой для новичков, используют их по большей части либо опытные адепты соковыжимания, либо те, кому необходимы соки из преимущественно сложных ингредиентов. Спрос на двухшнековые аппараты в последние годы растет. Корнеплоды, листовую зелень, витграсс и даже хвою
добавляют в свой рацион все, кто хочет заботиться о своем здоровье и питаться правильно. Но приобретая продукцию не под оригинальным брендом, вы всегда переплачиваете. В свою очередь, присутствие на рынке оригинального бренда позволяет сделать даже самую сложную технику более доступной. Вот как выглядят аппараты ВЛРА в 3 цветах. Темно, серебристый, светло-серебристый и беленький. Еще будет красный цвет. Вот, посмотрите сюда. Смотрите, что я интересное нашел. Что это такое? Это у нас наклеечки Omega Juicer. Вот вам и доказательство того, что это именно здесь собирает Омегу. Собирали Omega Twin Gear, сейчас только центрифужные аппараты собирает. А двухшнековые будут делать только под оригинальным брендом, что сделает ниже цену с сохранением качества и высокой гарантии. В середине 2018 года руководство компании «Все соки» приняло стратегическое решение – бренду ВЛРА в России быть. Риски были минимальны. Соковыжималка и так уже была хорошо известна на рынке, правда, под другим названием. Ну а в качестве сборки и надежности аппарата сомневаться не приходилось. К тому же, инженеры ВЛРА подтвердили, что некоторые недоработки предыдущих моделей, в частности Омега-32, были устранены. Технология Twin Gear насчитывает уже несколько десятилетий. Аппараты модифицировались, видоизменялись, становились более компактными и изящными, но основной функционал не претерпел серьезных изменений. Как и 20 лет назад, оптимальная соковыжималка для самых сложных ингредиентов двухшнековая. У нас действительно колоссальный опыт в производстве такой техники. Здесь вы можете видеть различные сертификаты на нашу продукцию. И много патентов, да. Друзья, это отличный опыт. Я думаю, что мы не ошиблись с выбором очередного поставщика. Спасибо вам большое. Мне хочется перейти быстрее к изучению непосредственно процесса сборки, деталей и к нашим переговорам. Спасибо, мистер Кан. Thank you. На любой фабрике, выпускающей технику премиум-класса, график производства расписан на годы вперед. Эта фабрика работает без выходных, 7 дней в неделю, для того, чтобы успеть обработать все заказы, в том числе от американского гиганта Омега. В день прилета нашей съемочной группы конвейер был настроен на производство центрифужных соковыжималок, но ради нас начальник производства распорядился внепланово собрать несколько двухшнековых аппаратов, чтобы показать процесс сборки на видео от и до. Итак, друзья, специально для нас, компании «Все соки», которая решила посетить фабрику ВЛРА, разрешили собрать несколько аппаратов ВЛРА двухшнековых горизонтальных соковыжималок. Вот это и есть корпус оригинальных двухшнековых ВЛРА, которые раньше в Россию поставлялись как Omega Twin Gear Juicer. Отличительной особенностью модели Omega Twin Gear был сверхнадежный двигатель южнокорейского производства. Это подтверждалось не только длительной гарантией, но и фактическим отсутствием ремонтных случаев. В плане надежности южнокорейские производители находятся на несоизмеримо более высоком по сравнению с конкурентами уровне. Друзья, вот тот самый знаменитый двигатель двухшнековой соковыжималки от оригинального производителя ВЛРА, сделанный в Южной Корее. Посмотрите. Мы можем видеть, какая фабрика делает это. Donghuei Electronics, модель DHM-120. Это двигатель на 60 Гц. Для России будет двигатель на 50 Гц специальный. Так как мы находимся в Сеуле, здесь собираются именно 60-герцовые машинки. Но в будущем, естественно, двигатель будет адаптированный для нашего рынка, для нашей электросети. Но самое важное, что здесь написано «Made in Korea». И мы будем знать точно, что и двигатель, и редуктор имеет супер хорошее надежное качество, и никаких деталей в соковыжималках двухшнековых от оригинального производителя ВЛРА из Китая нету. Конечно, перенос производства в Китай значительно уменьшает расходы любой компании, плюс ускоряется производство, а значит, возрастает прибыль. Но это только на первый взгляд. Удешевление производства – это и удешевление материалов, а значит, в первую очередь пострадает качество некогда эталонного продукта.
Вам когда-нибудь приходилось слышать фразы «знаменитые на весь мир китайское качество» или, например, «китайская надежность и долговечность»? Конечно, нет. В подавляющем числе случаев, говоря о китайской технике, мы подразумеваем довольно заурядную продукцию посредственного качества. Более того, одна и та же фабрика из Поднебесной зачастую может перепрофилироваться за считанные часы, если не минуты, и с производства мобильных телефонов переключиться на пошив одежды или изготовление детских игрушек. В свою очередь, корейские фабрики основательно подходят к производству. Материалы только проверенные, технологии самые передовые, качество неизменно лучшее. Про двигатель я вам уже рассказал. А вот теперь давайте посмотрим, как же собираются аппараты непосредственно на конвейере. Это небольшое производство, это не огромный конвейер. Здесь достаточно чисто, этому зданию 30 лет. Оно давно уже в собственности руководителя, который все это основал еще в 90-м году. Мы берем двигатель с редуктором, его проверяют и подсоединяют в корпус. Также надо установить заднюю крышку, выключатель, так, чтобы она четко встала, и постучать молоточком. Вот как сейчас это делают. В принципе, процесс достаточно простой. Главное не повредить корпус и соблюдать всю технологию сборки. Так как мы наших сотрудников попросили это сделать экспрессом, они это не ставят сразу на конвейер, который должен ехать дальше. Они это сначала соберут на одном месте, а потом поставят на конвейер и перевезут на другое. В какой-то степени фабрику Велра можно назвать домашним производством. Фабрикой владеет одна семья на протяжении 30 лет. И несмотря на то, что объемы производства достаточно велики, а выпускаемая техника относится к премиум-классу, каждый сотрудник для президента компании как член семьи. Это, кстати, отличает многие южнокорейские производства, где руководство всегда старается сделать условия труда максимально комфортными, а обстановку действительно уютной и в какой-то степени домашней. Более интересный процесс крепления двигателя с редуктором к нижней части двухшнековой соковыжималки. Специальный шуруповерт знает свое дело и не сможет перекрутить или не докрутить крепление соковыжималки к нижней части корпуса. Мягкая подставочка. Крепление сверху. Именно так продумана конструкция, чтобы не ошибиться. Конечно, производство двухшнековых аппаратов задача довольно трудоемкая, но сотрудников южнокорейских фабрик всегда отличал профессионализм и высочайшая квалификация. Посмотрите на слаженные действия специалистов Велра. Каждый сотрудник работает как часы, настоящие роботы, но если серьезно, то просто профессионалы с большой буквы. Интересный процесс. Надо запрессовать в специальные пазы силовой кабель питания. Потом надо подключить штекерами управление кнопкой питания, реверса, включения-выключения. Независимо от успехов основного продукта, любая компания всегда ищет способы расширить свое производство и дать конечному потребителю больше выбор качественных товаров. В этом случае компания становится более конкурентоспособной, а ее положение на рынке упрочняется. Даже новые проекты Велра и Сиаканг Мульсан так или иначе связаны со шнековой технологией. В офисе компании специалистам все соки показали прототип будущего шнекового маслопресса, который вполне способен потеснить нынешних лидеров рынка. И если к новому продукту специалисты Велра будут подходить столь же скрупулезно, как и к своему флагману, в будущем мы можем рассчитывать на действительно качественный аппарат. Итак, у нас появляется первая соковыжималка, которая почти готова. Вот такими легкими ударами эти прекрасные корейские женщины доделывают первый аппарат. Корпус кладут вниз головой в специальную мягкую подушечку, при этом достаточно прочную. Что интересного я хочу заметить про этот аппарат.
Во-первых, он был многократно доработан. Во-вторых, у него есть внешний предохранитель. Если у вас будет скачок питания, то этот предохранитель вылетит, и в дальнейшем его можно будет просто вставить, либо, если это будет большой скачок, заменить. Это очень важно для России, для наших нестабильных электросетей. Как известно, корейские компании при производстве техники для здорового питания используют только самые безопасные и надежные материалы: нержавеющая сталь, силикон, АБС-пластик, тритан и так далее. Покупая южнокорейские товары для дома, вы можете быть абсолютно уверены в их надежности и долговечности. Осталось совсем немного, пару болтов, и корпус аппарата будет полностью готов. Дальше, я думаю, что его будут испытывать специальным электрическим стендом. И все, что останется, это укомплектовать коробку инструкцией, гарантийным талоном и дополнительными аксессуарами. Я напомню, что эти аксессуары составляют из себя сеточку с мелкой дырочкой, сеточку с крупной дырочкой и сеточку без дырочек для измельчения продуктов. Соответственно, этот аппарат, кроме лапши, то есть давки пасты из подготовленного теста, умеет делать все. Главное преимущество любой двухшнековой соковыжималки — это возможность работать с травой, с замоченными семенами, получать, например, пшеничное или овсяное молоко. Если вы это сделаете на любой, даже самой навороченной шнековой соковыжималке с одним шнеком, горизонтальным или вертикальным, у вас ничего не получится. Но если это делать на двухшнековом аппарате, а их не так уж и много на нашем рынке, то все получится, и получится замечательно. Технологию Twin Gear можно назвать не только самой продвинутой, но и в какой-то степени узконаправленной. С мягкими фруктами лучше справляются соковыжималки с вертикальным расположением шнека. Для листовой зелени и корнеплодов отлично подойдут горизонтальные одношнековые аппараты. А что же двухшнековые соковыжималки, одним из представителей которых как раз и является Велра? Аппараты с двумя шнеками берут те, кому важна каждая капля сока. Кто хочет работать с максимально сложными ингредиентами типа витграсса и, например, радовать себя растительным молочком из кунжута или пророщенных семян. В этих случаях технология Twin Gear просто незаменима. На этот аппарат большая гарантия. Мы знаем его как Omega Twin Gear. Так как мы теперь поставляем его от оригинального бренда, цена будет значительно дешевле, качество останется прежним. Дизайн, по моему личному мнению, станет намного лучше. Яркий красный цвет, темно-серебристый серый и белый. Лучший выбор двухшнекового аппарата по самой минимальной цене входа на российском рынке. Отечественные пользователи привыкли, что на наш рынок товары приходят с опозданием. Иногда незначительным, а иногда вполне себе существенным. И это касается многих отраслей: мода, музыка, увлечения и технологии. Но не в этом случае. Двухшнековые соковыжималки концерна Seakang Mulsan под оригинальным названием Велра начали производиться не так давно, и благодаря стараниям компании «Все соки» приверженцы здорового образа жизни в России могут приобретать аппараты Велра одними из первых. Друзья, а вот еще один интересный процесс. Как вы думаете, почему двухшнековые аппараты называются двухшнековыми? Вот именно из-за этих вот шнеков. Шнеки сделаны из прочной нержавеющей стали 304 пробы. Здесь спереди сверхпрочная BPA-free пластик. Если я не ошибаюсь, этот материал называется нейлон. Гарантия на все детали, кроме двигателя, составляет 2 года. Соответственно, вы можете быть застрахованы, что ваши шнеки, ни нейлон, ни нержавеющая сталь не повредится. Главное, не кидайте туда камни и металлические предметы, такие как ложки, ножи, вилки. Не проталкивайте тем, чем нельзя. Используйте всегда все по инструкции. Специалисты компании «Все соки» всегда принимают участие в адаптации нового аппарата для российского рынка. Важны не только грамотный маркетинговый план или содержательный контент, но и визуальная составляющая. В частности, продуманная инструкция и подсказки по работе.
Инструкция к аппарату Велра переведена на русский язык и дополнена интереснейшими рецептами, которые были составлены при участии специалистов компании «Все соки». Даже если эта соковыжималка для вас первая, благодаря грамотным подсказкам и необычным рецептам вы без труда сможете включить в свой рацион большое количество свежевыжатых соков из самых разнообразных, а порой просто невообразимых ингредиентов. А за мной сотрудник только что из подготовленных деталей установил шнеки в аппарат. Сейчас он остановит крышку. Дальше он вставляет это в специальный прибор, который проверяет питание, одновременно дает это питание для запуска двигателя. Если двигатель работает в порядке, он его вперед, назад крутит, не слышит, нету никаких посторонних звуков. Все, аппарат готов, устанавливается на конвейер и поехал к следующему сотруднику сборочного конвейера. Последние моменты, друзья. Перед тем, как аппарат попадет в коробку, его нужно продуть, протереть, проверить, что он в идеальном состоянии и готов уйти, уплыть, улететь к своему будущему хозяину на склад страны заказчика. Итак, упаковываем после всех проверок отжимную корзину уже с установленными шнеками, крышкой, горловиной приема продукта и сеточкой. Все это по специальным коробочкам. Здесь уже у нас готовы дополнительные насадки, как аксессуары, они уже стоят здесь. Все, аппарат становится вниз. Сейчас он уплотнится специальными картоночками и боковыми усилителями коробки для того, чтобы не повредиться в процессе доставки. Почти готова инструкция и гарантийный талон. Все, друзья, аппарат готов к получению в магазине. Отдельные коробки с соковыжималками образуют палету, а палеты — целый контейнер. Именно такой контейнер и прибыл в Санкт-Петербург в феврале 2019 года. Первая официальная поставка двухшнековых соковыжималок Велра под оригинальным брендом производителя. Самая честная и доступная цена для тех, кому для своих задач нужен именно двухшнековый аппарат. Здоровый образ жизни и правильное питание в современном мире – обязательные атрибуты успешного человека, а свежевыжатые соки – это залог крепкого здоровья и долголетия. С помощью двухшнековой технологии вы сможете включить в свой рацион самые полезные продукты, некоторые из которых способны бороться с самыми страшными недугами, в том числе онкологией. Выражение «здоровье не купишь» с появлением шнековой технологии отжима соков потеряло свою актуальность. Но вкладываться нужно только в качественную технику, которая действительно безопасна, имеет все сертификаты, собирается из самых надежных материалов и будет радовать вас долгие годы безукоризненной работой. Двухшнековые соковыжималки Велра. Номер 1 для вашего здоровья. Друзья, только что вы увидели, как при вас был собран аппарат Велра, двухшнековая соковыжималка, сделанная и разработанная полностью из корейских деталей в самом Сеуле. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Чиликин Виктор. До встречи в России. Пока.